Привет, девчонки, с вами Анастейша, и сегодня я бы вам хотела показать один из моих самых-самых любимых образов на Новый год, вечеринку. Хочу вам показать некоторые детали и секреты, как я его делаю. Первый атрибут, который я всегда использую, это перед тем, как приступить к макияжу, я надеваю все украшения. Это сразу мне задает тон, вдохновение, и для этого я уже более точно понимаю, какой образ я хочу создать. Так что начинаем. И первое, с чего я начинаю, это брови. Я заполняю их сначала с помощью теней. А после этого использую уже оттеночный гель для бровей, мой любимый от Benefit. Наношу базу под макияж, а затем уже тональное средство. Я использую Kiko в оттенке 02 Neutral. Наношу средство равномерно на все лицо, хорошенько растушевываю с помощью бьюти-блендера и не забываю про область шеи и декольте. Особенно если у вас будет открытый образ, это будет прямо очень видно, получится такой своеобразный эффект маски, если средство будет только на лице, поэтому не забывайте про эти зоны. Когда у вас ровный тон лица и готовые брови, макияж уже можно заканчивать, но так как у нас все-таки праздничный мейк, мы продолжим. Я добавляю еще карандаш для бровей, чтобы получился такой более объемный эффект. Брови были более пушистыми и густыми. Пририсовываю еще немного брови с помощью карандаша. И на этом с карандашом не все. Теперь мы будем его использовать для губ. Да, для губ. Получится очень крутой эффект, поверьте. Итак, лайфхак в том, что мы наносим на контур губ карандаш для бровей, и таким образом они получаются более объемными и пухлыми. И я немного устала уже на этом этапе, но мы продолжим. Далее закрепляем все это дело пудрой, чтобы у нас не было никакого жирного блеска, ну и также, чтобы средство закрепилось на нашей коже и продержалось максимально долго на нашем лице, ничего не плыло, не текло. В общем, я использую просто бесцветную пудру. Это какой-то корейский бренд, я сейчас даже не вспомню название, но я его купила чисто из-за этой блестящей упаковочки. Девочки, поймите меня правильно. Ну и чтобы наше лицо не выглядело бледным, переходим к моей любимой части – контурирование. Я использую свою любимую палетку Too Faced, которая пахнет персиком. Кроме того, что эта косметика хорошо пахнет, она действительно очень хорошо держится и дает именно тот эффект, который необходим. Поэтому, девочки, даже если у вас есть щечки, можно прорисовать скулу. Забываем, что абсолютно все линии, которые мы рисуем, мы очень хорошо растушевываем. Ну и лицо мы контурируем как бы такой буковкой Z. Контурируем лоб, потом скулы и как бы прокручиваем в область подбородка. И таким образом у нас получается тройка. Образ у меня будет открытый, поэтому я контурирую еще ключицы, чтобы они еще больше выделялись. Тоже обязательно не забываем про шею, все должно быть максимально гармонично. Не забываем про нос. И также мой лайфхак номер 2, я всегда наношу скульптор в складку века. Неважно, буду делать я полноценный макияж или нет, всегда, когда скульптор в складке века, получается такая тень, что ли. Глаза вроде бы не накрашены, но при этом выглядят уже совсем по-другому. Я добавляю гель для бровей, и это моя просто находка. Это Schwarzkopf Got To Be, и это гель для бровей и для волос. То есть не можно убирать и маленькие торчащие волоски на голове, а также он просто намертво держит ваши брови. Эффект получается просто как ламинирование бровей. Добавляю немного румян и приступаем к глазам. Для глаз я использую свою любимую палетку Naked. И первое, что я использую, такой нейтральный оттенок на все подвижное веко и также на нижнее веко. Далее использую пушистую кисточку, чтобы хорошо растушевать оттенок. Складку века прорисовываю с помощью более темного оттенка Baked. Также немного наношу его же на нижнее веко, чтобы получился такой эффект падающей тени от моих ресниц.
теперь переходим к самой главной части. Собственно говоря, это стрелки и основа нашего макияжа. За основу я беру зеленый карандаш. Это мой самый любимый зеленый карандаш для глаз от Yves Saint Laurent. В целом, я думаю, что можно найти и в любом другом бренде что-то подобное, но вся суть именно в оттенке, именно в зеленом оттенке, так как в этом макияже будут преобладать именно зеленый и фиолетовые оттенки, которые, по-моему, просто потрясающе комбинируются между собой. Поэтому сперва я наношу зеленый карандаш и прорисовываю стрелочку. Им очень легко рисовать, он очень мягкий. Даже если у вас что-то не получится, у нас всегда есть мицеллярная вода, ватная палочка, и все можно подправить. Поэтому карандашом стрелки рисовать максимально легко. Поэтому прорисовываем сначала стрелочку с помощью зеленого карандаша. И также я прорисовываю нижнее веко зеленым карандашом. Прямо хорошенько, чтобы оттенок зеленый было видно. Чтобы кончик стрелки получился более аккуратным, я прорисовываю черной подводкой. У меня подводка от L'Oréal, кстати, очень мне нравится. И гораздо удобнее, чем подводка маркер. Очень легко по прорисованному карандашом макету наносить черную подводку. И мы делаем такую вот аккуратную стрелочку и примерно заводим ее до половинки подвижного века. То есть первая половина у нас получается зеленая, и дальше как бы уходит в более темный зеленый и черный оттенок. Супер, с самым сложным мы закончили, и теперь остается самая приятная часть: тушь, блестки и помада. Я использую зеленую тушь, также это Saint Laurent. Я наношу хорошенько ее на нижнее веко и немного на верхнее веко. Но при этом после этого использую тушь черную, обычную, на верхнее веко. Я использую тушь от Catrice. В принципе, она неплохая, достаточно хорошо держится и достаточно хороший объем придает. Итак, макияж глаз у нас почти готов. После того, как я использую тушь, я всегда использую просто чистую кисточку. Такие кисточки легко можно купить для бровей, к примеру. Но я всегда после того, как прорисовываю ресницы тушью, еще раз прохожусь просто чистой кистью. Потом наношу еще один слой туши и потом снова чистой кистью. Таким образом не получается вот этих вот комочков, слипшихся ресниц. В общем, очень классный лайфхак, возьмите себе на заметку. Хайлайтер. Куда же без него? На все выступающие части лица, скулы, носик, ямочкой над губой и, конечно же, ключицы. Блестеть должно все. Продолжаем с глазами и используем золотой оттенок. Наносим его в уголок глаза, также немного над бровью. С помощью другой вбивающей кисточки наношу этот золотой оттенок на все подвижное веко. И правда, эти тени я могу вам прямо очень посоветовать, потому что это одни из немногих теней с шиммером, которые абсолютно не осыпаются и нету никакого беспорядка потом под глазами, когда ты их наносишь. Таким образом мы подали взгляд вперед, и получился уже такой полноценный праздничный макияж.
Это еще не все. Еще одним акцентом этого макияжа будет помада. Зеленый карандаш и фиолетовая помада. По-моему, это прямо perfect match. Я рисую такой бантик на губах, и так как у меня два оттенка фиолетовой помады, я более светло наношу на всю область губ и более темный только во внутреннюю часть. Ватной палочкой я выравниваю контур губ, чтобы все выглядело аккуратно, и наношу более темный оттенок во внутреннюю часть, чтобы цвет получился более таким глубоким, что ли, и даже немного с градиентом. И вот такой получился у меня образ. Я дополнила его блестящим обручем. Забываем последний штрих, это любимый парфюм, он сразу придает настроение. Ну и решила показать вам свой полноценный новогодний образ. Меня прямо дико влюбил в этом году зеленый цвет, поэтому я выбрала такое зеленое платье. Это, кстати, H&M, но оно очень круто сидит по фигуре, рисует красивый силуэт. Ну и, конечно же, добавляем еще блесток, потому что все-таки это праздники, это Новый год, это вечеринка, поэтому блестеть должно все. Поэтому добавляю еще шиммер на ключицы, на лицо, немного на волосы. В общем, люблю я блестки, сильно люблю. Ну или если вы не любите обручи, вам они не идут или у вас его просто нету, могу также предложить другой вариант, как стилизовать этот образ. Ну и второй вариант — это украшение вот такая вот кафа. Она тоже смотрится очень круто, особенно если убрать волосы на одну сторону. Получится такой объем на волосах и очень крутой образ. Эта кафа всегда привлекает к себе внимание, поэтому, да, девочки, не забывайте себя украшать, не забывайте радовать себя, преображать себя. Наше настроение, наше самоощущение сразу после этого меняется. Поэтому, да, повторяйте этот образ, чувствуйте себя красивыми и любите себя. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. До встречи в следующем видео.